Перед тем, как уснуть, Ариана проскользнула в школьную столовую, чтобы поговорить с Винки. Спустившись в подвал, она прошла по слабо освещенной лестнице и попала в комнату, наполненную большим количеством кухонных плит и неподъемных в размерах кастрюль, в которых медленно на малом огне что-то кипело. Вокруг суетилась, как мышиная стая, кучка эльфов и постоянно гундели себе что-то под нос. Малоразборчивый текст. Увидев Ариану, они, не обращая внимания на нее, продолжали заниматься своими делами. В один момент один из них в суете даже наступил ей на ногу и, молча, не думая извиняться, побежал дальше. «Ай, можно потише?» После того, как боль немного успокоилась, она начала звать Винки, так как в этой толпе было сложно ее разглядеть. Казалось, она уже потеряла веру в то, что сможет ее найти. Но тут почувствовала, как ее кто-то дергает за мантию. Опустив глаза, увидела, что внизу стоял ее домовой эльф. А так как в комнате было достаточно шумно, ее совсем не было слышно. Она была одета в темно-зеленого цвета фартук и слегка не по размеру берет, того же оттенка, который иногда в процессе носки закрывал ее глаза, и постоянно приходилось поправлять его, чтобы он не мешал. Ариана опустилась на корточки и сравняла с уровнем глаз эльфа, после чего кончики ее губ расплылись в улыбке. «Привет, Винки! Как интересно у вас все устроено! Ты принесла мне моих любимых конфет? Вот, держи!» Засунув руку в карман мантии, достает небольшой сверток. «Ух, мои любимые сливовые! Винки, мне нужно пробраться в запретную часть библиотеки Хогвартса. Я думаю, что там есть ответ, как можно все изменить и вернуть моего отца, или хотя бы описание местности, которую я так часто вижу во сне. Вход в запретную часть охраняется местным библиотекарем, и пробраться туда, оставшись незаметным, будет очень непросто. Что же делать? Мне туда очень нужно». На прошлой неделе я сперла одну очень заманчивую штучку у одного из профессоров. Надеюсь, он не заметит утраты, иначе мне сильно достанется. Она тебе может пригодиться. Открыв ладонь и проведя по ней ноготком, начертав что-то в виде руны, в ее руке появился небольшой, слегка запятнанный сверток пергамента. Что это? Это карта мародера. Она показывает всех перемещающихся живых существ в Хогвартсе, в ее окрестностях в реальном времени. Ого, странно, что этот артефакт не лежит под замком где-то в Министерстве магии. Об этой вещице мало кто знает вне школы, да и работает она только в ограниченном клочке местности, поэтому для Министерства никакой опасности не представляет, но лучше ее никому не показывать. Да это же находка! Спасибо, Винки! Я тебе за это принесу целый мешок сливовых конфет. Винки, улыбаясь, для того, чтобы использовать этот артефакт, необходимо дотронуться своей палочкой до него и произнести: «Я замышляю только шалость», после чего на карте появятся все обозначения. Когда карта тебе больше не будет нужна, достаточно повторить то же действие и сказать «шалость удалась». Из карты пропадут все надписи и передвигающиеся объекты. «Винки, ты лучшая! Что бы я без тебя делала?» «Даже не знаю», обнимая ее. Ариана взяла карту и спрятала в карман своей мантии. Поднялась и тепло попрощалась с Винки. И долго не могла уйти. «Госпожа Реддл, вам нужно бежать. Вас тут могут заметить. Еще раз спасибо». Развернулась и, быстро постукивая каблуками, ушла вверх по лестнице.